Всем привет, друзья! С вами Руслан Усачев, и сегодня у нас обзор и тест компактных цепных пил с верхней рукоятью. То есть пил, которые максимально подходят для арбористов, для работы в кроне, для работы на высоте или в промышленном альпинизме. Я выбрал 3 пилы, и все они с шиной 30 см или 12 инчей. Просто безумная и компактная бензиновая пила от Эко. Самая мощная компактная пила от Milwaukee, 12 инч, 30 сантиметров тоже. И деволтовская 673, работающая от аккумуляторов FlexVolt 60 вольт. Я вкратце рассмотрю их эргономику и попробую на скорость пиления. Также глянем, насколько просто задушить каждую из них. Ну и естественно, у нас будет шанс сравнить бензиновую с аккумуляторными. Круто, только посмотрите, какая малышка. И легкая вообще. Сделана в Японии. Красотка. Вот такая она в сборе. Подтяжка цепи ключиком, но можем делать это с двух сторон, что удобно. Есть регулировка интенсивности подачи масла. Вес у пилки просто замечательный. На вытянутой руке ей работать будет достаточно просто. Воздушный фильтр расположен сзади. Давайте заправим пилу готовой смесью и проведем небольшую обкатку перед тестом. Проделываю с вами первый пуск. Ну а сейчас вы увидите в 8 раз ускоренные мои попытки завести эту бензиновую пилу. Как я только не пытался. И по правилам, и прочищая, когда почувствовал запах бензина. Даже попробовал без фильтра, в надежде, что лишний приток воздуха поможет заводке. Никак. Один раз хрюкнуло, и все после этого. Вот вам и бензиновый, пусть даже японский инструмент. И подкачка, и просушка не помогало ничего. Опыта заводки даже старого бензинового инструмента, не говоря уже о новом, у меня в целом достаточно. Я помню, как правильно это делать. Помню, как заводить даже незаводимое. Но, как видите, не все так просто оказалось. И вот, наконец-то, она снова начала хрюкать. Это дало мне новые силы и надежду. Каждую секунду этих попыток завести эту пилу я думал о том, насколько аккумуляторный инструмент все же прекрасен. Дадим пиле немного поработать в холостую, так как она новая. Иногда периодически подгазовывая, так будет правильно. Так, Milwaukee пила достаточно ощутимо крупнее, но не могу сказать, что тяжелее, пока не поставим аккумулятор. Ее все так же возможно держать на вытянутой руке и работать. Имеет скобу для крепления. Первый старт у аккумуляторных пил, естественно, значительно проще. Все. Не знаю, как сейчас оправдать вообще покупку бензиновой пилы, компактной особенно. Только за счет размера. Ну, давайте посмотрим DeWalt, какой будет по размеру. Маслица только сюда зальем. У Milwaukee я не вижу регулировку количества подаваемого масла. Оно здесь постоянное. Ну что ж, перейдем к DeWalt. Конкретно этой моделью я еще, можно сказать, не работал. Слушайте, компактность и дизайн заметны сразу. Ручка очень удобная, верхняя. Ну, вообще малышка. Тому, кому не нравилось, что масла подается много, в данной модели количество масла подаваемого регулируется, как в бензиновой. Вот регулировка. Эргономика офигенная. Крепление также есть.
Даже шину брендировали неплохо. Здесь у DeWalt все максимально просто. Посмотрим, будет ли это сказываться на скорости остановки цепи. Вот такая компактная и легкая пила в сборе, но все изменится, когда я поставлю туда вот такой аккумулятор. Не забываем, что это пилка FlexVolt, и поэтому она требует подобных аккумуляторов. И вот уже с ним вес ощутимо побольше бензиновой и примерно такой же, как у Milwaukee. Уже не так чудесно работать на вытянутой руке. Но размер сами видите. DeWalt-овская выглядит и является более компактной пилой. Дизайн у нее значительно более выглядит проработанным. Кнопка включения. Класс. Если тормоз, мы это видим здесь на индикаторе. Зальем немного масла. Ух, скорость ощущается очень-очень быстрой. Стоп моментальный. Вот участницы нашего теста готовятся к соревнованию. Вот так тоже хорошо видно. Подписался сам, заставь друга. Ну что ж, давайте начнем наш тест. И начнем его с бензиновой пилки. Забыл сказать, я буду тестировать как комфорт пиления, то есть удобство, гладкость, равномерность пиления, так и мощность пилы. Видели, остановилась. Мощности впритык передается равномерно, рывков каких-то особенно нет, но малейшая перегрузка и пила просто останавливается. Milwaukee. Разница в весе ощутима сразу же, в размере тем более, она большущая. Большая вот эта рамка. Поехали. Точно мощнее бензиновой, 100%, но не быстрее. Сейчас попробую еще одной рукой. Ну, бензиновая, понятно, что значительно меньше. В целом, очень неплохо. DeWalt-овская, интересно сделан баланс, он практически весь идет назад. Мне это нравится, но тоже тяжелая. Включаем, запускаем. Ну, что я могу сказать? Невероятно быстрая. Такой скорости я не ожидал. Тяжелее бензиновой, значительно мощнее и значительно быстрее. Давайте попробую ее задушить. Не на таком размере. Давайте проверим вес. Эко с остатками бензина в бачке 3,75 килограмма. Milwaukee 5 килограмм с шестеркой High Output. И DeWalt 4,73.
И это с 12-амперным флексвольтом. То есть DeWalt еще и легче. Ну что ж, друзья, по мощности я бы сказал, что места распределяются так. Первый идет DeWalt с большим отрывом по скорости и по мощности пиления. Затем идет Milwaukee с достаточной мощностью, но такой скоростью поменьше. Ну и габариты у нее, видите, такие достаточно крупные. По мощности бензиновая будет самой слабенькой из всех них, но я в целом, наверное, могу понять профессиональных арбористов, которые все еще остаются на таких маленьких пилках. Разница в весе и в габаритах все еще значительная. Если бы эта пилка была не FlexVolt, а работала на, скажем, PowerStack аккумуляторах, то ее вес был бы ближе к вот этому идеалу. Ну и стоит, конечно, сказать по цене. Это стоит 420, стоило мне $420, это 500, это 340. Какой конкретный совет или идею хотел бы я до вас донести? Это, наверное, что на сегодняшний день аккумуляторный инструмент по мощности достигает или даже превосходит бензиновый, но не всегда по удобству. Спасибо вам за интерес, друзья, и всего вам доброго.